Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Сариков. Сегодня вот такая вот теплая домашняя обстановка. Сегодня я сделаю большой обзор на преамп фирмы NAX. NAX в простонародье. Вот такой вот бас преамп плюс дикбокс. Мелвин Ли Дэвис, басист, его разработал. Обо всем по порядку, я думаю, что будет интересно. Наливайте чай, кофе, морс, пиво, кто что пьет, погнали. Итак, друзья, для начала небольшая распаковка преамп китайской фирмы NAX. Вот, ну тут все ползает, потому что эта коробочка уже старая, и здесь нет поролона. Коробочка очень классно сделана, несмотря на то, что это Китай, прям с люфтом. Такое ощущение, что тут как будто должен быть какой-то iPhone. Вот, в плане качества вот этого девайса, вот этого преампа, это очень круто, друзья, поверьте. Тут какой-то, тут он сделан из железа, но это железо такое сделано под стилизация под камень. Он такой шершавый немножечко. И тактильно очень все круто сделано. Здесь у меня уже наклеены липучки под педалборд, но здесь есть резиновые ножки, то есть тут с качеством, вот внешне с качеством, тут вообще все в порядке. Давайте по функционалу расскажу про все крутилки. Сначала вкратце. Итак, что здесь имеется? Понятно, что это уровень громкости. Также эквалайзер — это нижние частоты, а чуть позже я покажу, какие именно частоты он прибавляет и добавляет. Вот, дальше параметрическая середина. Вот это у нас 0. Вот, плюс-минус. И здесь мы выбираем частоту. Также дальше я покажу, какая именно частота. И плюс вверх. Потом кнопка Blend. Эта кнопка добавляет, подмешивает под наш сигнал перегруз. Вот. И это именно кнопка крутилка Drive. Крутилка Drive — это уровень самого перегруза. Включается отдельно, подмешивается отдельно. Очень прикольно. То есть получается прибор такой, многофункциональный. И самый кайф этого прибора, из-за чего его в принципе и покупают, это встроенный капсим. И здесь есть у нас два режима, два рычажка. То есть кап-симуляция включается для директ-аута. Вот он. Вот. И кап-симуляция включается либо выключается для аута вот здесь. По выходам здесь директ-аут. Это наушники. Это вход AUX-IN для MP3 плеера или телефона. Вот питание здесь USB. Как я сказал, это основной аут. Вот этот вот трогш-выход — это просто чистый сквозной выход. Можно по-всякому использовать, можно отправить чистый сигнал без эквалайзера, без кап-симуляции, просто отправить его на кабинет. Вот. А дальше здесь, понятно, разрыв земли, то есть в каких-то случаях нужно это все вот так попереключать, чтобы всякие шумы ушли. Также переключатель пре-пост эквалайзера, то есть какой сигнал мы отправляем, либо до эквалайзера, либо после эквалайзера. Вот. И, собственно, вход. Вот. Давайте сейчас об этом по порядку. Итак, давайте зайдем на официальный сайт nuxaudio.com. Вот страничка этого преампа. Очень красиво выглядит, конечно, супер. Вот, я так понял, разработал его вот этот вот бас-гитарист Мелвин Ли Дэвис. Такого бас-гитариста я не знаю, но вот судя по внешнему виду, это очень серьезный чувачок. К тому же шестиструнный бас и вот эти, простите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-струнный бас. Вот эти вот классные часы. Ладно, шутка. В общем, он разработал эту штуку специально совместно с компанией NUX Audio, с китайской компанией. Смотрим дальше. Нас интересуют характеристики. Так, что тут пишет? Это преамп плюс директ выход, то есть как дебокс можно использовать. Так, дальше. Собственно, Overdrive к нам добавляется здесь. Об этом я сказал. Дальше смотрите, эквалайзер. Низкие 12 дБ, по плюс-минус 12 дБ, 40 герцовый низ. То есть мы либо добавляем низ, либо урезаем. Вот здесь еще такая табличка.
то есть в районе 40 Гц мы добавляем, либо вырезаем минус 12 дБ. Середина 17 дБ, от 160 до 1000 Гц, вот это диапазон. То есть на этой ручке мы выставляем его. Вот выставляем частоту от 160 до 1000. Вот. И вот этой ручкой мы либо добавляем, либо срезаем эту частоту. Вот. Дальше я покажу, как я делаю, ну вот как я настроил на Fender звук, который мне нравится. Вот. Ну, высокий также 8000 Гц, плюс-минус 12 дБ вы можете регулировать. Так, Direct выход, XLR, заземление, GND Lift. Вот, самое интересное, можно загружать свои импульсы. В CapSim через компьютер, через USB вы можете загружать свои кабинеты. Это я тоже чуть позже покажу, и это очень прикольно. Ну, хотя я выбрал звук из стандартных представленных кабинетов, сейчас ниже они здесь есть. Вот, дальше идет схема подключения, как мы это все подключаем. Вот этот линейный выход, как я уже говорил, он идет без обработок, и его целесообразно подключить в усилитель. Если у вас есть усилитель, кабинет, допустим, ситуация, когда у вас стоит кабинет на сцене, вот вы отдаете Direct Out, вы отдаете на пульт, и также запускаете еще сигнал в кабинет. Вот, с этого выхода можно запустить в комбик, в аудиоинтерфейс, в пульт, какой-то маленький может быть. Дальше Direct Out. Тут мы, собственно, забираем в пульт, отдаем звукарю, либо в аудиоинтерфейс можем забрать. Тут все понятно, наушники, либо MP3 плеер. Дальше есть программа, которая устанавливается по USB, вы подключаетесь, вот так она выглядит, чуть позже с ней разберемся. Вот, тут те же крутилки, причем когда будете крутить на приборе, они будут вот здесь у вас меняться. Также этот преамп работает еще как USB интерфейс, то есть как аудиокарта. Но тут я ничего не тестировал, по-моему, так попробовал, ну что-то пишет, но особо не разбирался, потому что мне это не нужно. Вот, модели усилителей. Вот этот, видимо, какой-то фирменный, который идет изначально. Дальше усилитель AGL, я не знаю, что это, похоже на Angular, есть такие вот типа усилители. Вот Start Lift, тоже не знаю, что за усилитель. Короче, вот их 3 здесь усилителя, можете выбирать и по-всякому их настраивать. Также загружены 8 кабинетов, то есть на 8 драйверов, на 8 динамиков и на 4 динамика. И казалось бы, Mark Bass должен как бы круче всех звучать, но в моем случае как бы Mark Bass мне не очень понравился. Дальше по софту здесь есть какие-то дополнительные барабаны, лупер. Вот, это все можно использовать, но я это не использую. Вот с этим, если честно, я не разобрался. Вот этот роутинг сигнала используется как аудиоинтерфейс. Вот, тут я, правда, ребят, не знаю, поэтому если кто-то поразбирался, или, может быть, есть какие-то другие, ну, наверняка есть другие обзоры, где это все рассказано. То есть мы его подключаем, как обычную звуковую карту. Вот в данном случае, видите, схема показана. Вот, подключаем к компьютеру, и он работает как звуковая карта. Ну вот обзор от самого типа автора. Бла-бла-бла-бла. Здесь у нас скачиваются, собственно, все обновления и, собственно, эта программа. Давайте теперь будем слушать, как звучит это все. Итак, друзья, давайте слушать, как это все звучит. Сначала все ручки в ноль, то есть сначала наш преамп выключен. Вот я забрал Direct Out, и мы имеем просто линейный звук. То есть когда он выключен, наш звук проходит насквозь, и вот эти вот ручки, они не действуют. Дальше включаем. Дальше у нас включается эквалайзер. Собственно, сейчас прям работает. У него достаточно сильный выход. Можно вот так вот убавить.
все ручки в ноль. Давайте сначала попробуем добавить низ. Низ я обычно ставлю в ноль. Дальше середина. Середину я немножко проваливаю. Вот так. Вот выбираем частоту. Ну, примерно сколько у нас здесь? Наверное, это 400, да, здесь. Вот в этом положении сколько герц? Точно я не знаю, надо посчитать. Кто умный, тот, пожалуйста, посчитайте, сколько герц в этом положении. Вот я выбрал эту частоту, середину, и здесь я ее срезаю. То есть насколько срезать? Вот, либо добавляем какую-то середину, да? Вот максимум добавляем. В общем, я остановился вот на таком вот положении. И высокий я тоже не трогаю. Так, это эквалайзер. Дальше кнопка. Это еще мы все тестируем без кап-симуляции, без капсимы. Вот у нас, видите, эти ручки выключены. Вот, это как бы по сути линейный сигнал просто с эквалайзером. Дальше кнопка Drive. Вот тут вот уровень искажений. Мне нравится такой овердрайв. Вот такой уровень искажений. Вот. И этот бленд, насколько мы его подмешиваем к чистому сигналу. Вот в таком положении, я думаю, что вполне прикольно играть.
Вот, Overdrive. Очень прикольная функция. Дальше самое интересное. Камп-симуляция. Включаем ее вот этой ручкой на Direct Out. А это на простом ауте. Вот. И у нас получается звук, как будто мы играем через кабинет. Он становится насыщеннее, громче, прям такой. Чуть позже мы подключим программу и посмотрим, какой кабинет я выбрал, потому что я не помню. Сейчас подключим его по USB и посмотрим, что там есть в программе, какие варианты кабинетов еще могут быть. Вот запустилась эта программа. Вот здесь вот в настройках можно посмотреть прошивку тут и настройки другие. Когда мы крутим крутилки, тут они у нас тоже крутятся. Вот, собственно, кабинет, который у меня загружен. TRC 410, вот этот кабинет. Давайте послушаем остальные кабинеты. Вот такой кабинет у меня выбран, вот плюс мои настройки. Давайте поставим вот так вот в 0, 50. Кстати, вот здесь показывается частота, какую вы вырезаете, либо какую добавляете. То есть у меня получается где-то 240 Гц я чуть вырезаю. Вот, собственно, до 1000. Вот этот звук я настроил, он мне нравится. Вот так выглядит этот кабинет. Давайте по порядку попробуем. Первый кабинет, второй. Он больше такой серединный звук. Дальше третий. Этот более басовитый звук. Собственно, по графику мы можем здесь видеть примерно.
Дальше. Тоже басовитый звук. Может кому-то понравится. Ну, смотрите, изначально все зависит от вашего инструмента. То есть пассивная, активная электроника, как это все звучит. Если ориентироваться на фендеровский пассив, то вот тоже серединный такой кабинет. Дальше 6-й. Тут совсем низ срезан. И он такой достаточно тихий. 7-й. Вот тоже неплохой звук. Это как раз марк-бас. Неплохой звук. Дальше 8-й. Вот я играл в последнее время вот на этом звуке. Мне он нравился. Но в принципе всегда можно что-то подкрутить. Вот, в принципе, они все похожи, но вы также можете сюда загрузить свои импульсы. Вот, нажимаете вот сюда Load и, собственно, выбираете файлы импульса, и он сюда загружается. Вот у вас еще возможность. Вот сюда на пустые места вы можете загрузить свои импульсы. Единственное, что чтобы это переключить в реальном времени, это не получится. Нужно подключать программу, то есть вы подключили, все сохранили, вот, и, собственно, все. Чтобы переключать кабинеты, вам нужно подключаться к программе. В этом есть неудобство. Так, здесь сам уровень кабинета. Ух. Громче, тише. Вот в 0 поставить можно. Также вы можете срезать низ. Именно в импульсах уже вот здесь срезается низ. Либо вверх. Давайте еще что-нибудь я поиграю и послушаем немножечко, как это звучит с барабанами.
Друзья, вот такой вот неплохой китайский приборчик. В принципе, мне он очень нравится. За свои деньги, вот я думаю, что он стоит того, и плюс вот эта вот многофункциональность, плюс это кап-симуляция, в основном из-за которого, в принципе, и покупают данные приборы. Вот, потому что как преамп, он, в принципе, ну, добавляет вам эквалайзер, да, балансирует ваш типа звук, то есть вместо дебокса. Вот, но вся фишка вот именно в кап-симуляции. Объясню почему. Потому что сейчас все избавляются от кабинетов на сцене, вот, и в основном мы играем в ушные мониторы, вот. И когда все это подключается в линию, просто вы подключаете бас, даже просто через D-Box, вы подключаете линейный звук, вы слышите этот звук в уши, и мне он не нравится, просто линейный звук. И поэтому его неплохо бы подкрасить какой-нибудь вот такой кап-симуляцией, когда вы уже слышите полностью собранный звук, вы можете отдать на пульт звукорежиссеру либо уже полноценный звук вот с этой кап-симуляцией, можете отдать звук без кап-симуляции, без эквалайзера, то есть варианты разные. Также разветвить еще себе на усилитель можете звук сделать, тоже без всего, ну, без кап-симуляции вы отправляете звук себе на усилитель, если он у вас на сцене стоит. Я думаю, что стоит его рассмотреть, посмотреть еще какие-то обзоры, послушать звук. И как уже знают мои подписчики, ну, тот, кто следит за мной в соцсетях, вот у меня есть еще парочку девайсов от этой замечательной фирмы. Вот, обзор на них будет очень скоро. Вот, друзья, на сегодня все. Меня зовут Александр Сариков. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Может быть, у вас такой преамп уже есть, или вы хотите приобрести, еще какие-то вопросы, может быть, у вас остались. Вы можете мне их задать, я отвечаю почти на все комментарии. Всем пока!